Всем барьер, уверен, все смотрели матч Турция-Армения, и в этом выпуске мы поговорим об этом матче, оценим выступление каждого нашего футболиста и обсудим наши перспективы. Перед началом видео призываю всех подписаться на меня, я надеюсь когда-нибудь стать большим каналом, заинтересовать потенциальных рекламодателей и тогда более профессионально вести канал за счет большей траты денег на него. Но для всего этого мне нужны ваши лайки и подписки, не пожалейте их. Наши ребята вышли против турецкой сборной в условиях жесточайшего прессинга со стороны местной публики. Было ожидаемо, что наш гимн освистают турецкие болельщики, но что организаторы специально поставят очень тихую музыку, по сути неслышную по ТВ, это было низко даже для турецких чиновников. Но все наши ребята молодцы, вышли и показали на вражеской земле, что значит носить армянский триколор. Забегая вперед, скажу, что в том числе из-за беспрецедентного психологического прессинга оценки наших футболистов будут чуть завышены. Надо признать, что турецкая команда выкладывалась на всю свою мощь, и иногда только чудесные сейвы Чанчаревича спасали нас от гола. Но и мы действовали очень организованно, без привычного цейтнота, а в начале второго тайма после передачи Наири Текнезяна и вовсе повели в счете. Гол забил Артак Дашьян. После этого турки завладели преимуществом, а их болельщики постоянно провоцировали, закидав наших ребят зажигалками и другими предметами с трибун. К сожалению, одна из турецких атак закончилась таки голом на 88-й минуте. Отличился Бертуг Йылдырым. Перейдем к оценке наших футболистов. Как я и говорил в превью к этому матчу, Александр Петраков снова предпочел тактику 5-4-1 с высоким подключением фланговых защитников. Огнен Чанчаревич своим выступлением напомнил болельщикам времена, когда ворота защищал надежно Роман Березовский. И пусть в двух эпизодах Огнен начудил и чуть не привез гол, но зато весь остальной матч он провел на высоте. Во многом благодаря ему мы пропустили всего один гол. Его оценка 8,5. Артак Дашьян. Многие ждали выхода Камого Ванесяна на его позиции, однако убедительное выступление Дашьяна в матчах с Уэльсом и Латвией заставили тренерский штаб и дальше доверять ему. 33-летний футболист последние 2 года выдает лучший отрезок своей карьеры. Артак успевал и в защите выполнять свои функции, и к атакам подключаться при контратаках, что и привело к голу на 49-й минуте. Примечательно, что турецкая команда сначала пыталась развить свои атаки через фланг Дашьяна. Однако, не снискав особых успехов, она переместила всю свою мощь на фланг Текнезяна. Оценка Дашьяна 8,5. Наири Текнезян, как и все наши ребята, выложился на 100% своих возможностей. Именно благодаря его атакующим навыкам удалось организовать гол Дашьяна. Однако по мере усталости Наири начал допускать ошибки. Несколько раз его огрехи в защите приводили к опаснейшим атакам Турции. В эпизоде с голом также не обошлось без его вины. Возможно, стоило заменить его после 70-й минуты, но объективно никто, в том числе и Жиряр Маркарян из Урарту, не способны качественно заменить Текнезяна. Его оценка 7. Вараздат Харуян. Я нередко читаю в комментариях от многих подписчиков, что в АТО уже списанный материал и от него надо потихоньку избавляться. На деле Харуян доказал, почему именно он капитан нашей команды и ее душа и сердце. У него иногда бывают неудачные матчи, но с Турцией он выдал блестящий матч. Наряду с Чанчаревичем они были главным залогом наших успешных оборонительных действий. Его оценка 8,5. Георгий Гарутюнян в очередной раз абсолютно хладнокровно выступил с минимумом ошибок в защите, но при попытке вынести мяч часто пасовал в недодачу. Тем не менее, Георгий выдал качественный матч, и будем надеяться, это поспособствует его более частым попаданиям в основу своего клуба. Его оценка 7. Степа Макарчан. Аренда в хорватский Осиек действительно поспособствовала его прогрессу. Он стал намного лучше выбирать позицию и еще лучше действовать в игре головой. Правда, несколько раз позволил легко себя обыграть 1 в 1, что чуть не привело к голу. Его оценка 7. Угочукву Иву. По-прежнему человек-загадка. Непонятно, как этот парень с его талантом сначала оказался в чемпионате Армении, а затем перешел в не самый звездный Рубин. Иву даже на фоне более именитых турецких футболистов выделялся своим мастерством, успевал быть буквально на каждом отрезке поля и почти не терял мяч. В нескольких эпизодах во время наших атак он передержал мяч вместо того, чтобы вовремя сделать обостряющую передачу. В остальном же он выдал очередной блестящий матч. Его оценка 8. Эдуард Спиртян. Самый звездный наш футболист. Поэтому соперники к нему готовятся тщательно и опекают более внимательно. Во многом из-за этого Эдуард выдал неудачный матч. Много сил уходило на помощь защитникам, а вот в атаке он был почти незаметен. Спиртян многими рассматривается как новый лидер после Мхитаряна, но когда Генрих не выручал в таких матчах, его нещадно критиковали.
Эдуард слишком часто теряется в важных матчах, надеюсь, со временем он станет тем футболистом, кто делает результат в решающих матчах. Его оценка 6,5. Вагам Бичарчан оставил противоречивые впечатления о своей игре. Создал наиболее опасный момент нашей команды в первом тайме, когда его дальний удар чуть было не завершился голом. Вместе с тем часто терял мячи и слабо помогал защите. Старался изо всех сил, что приводило часто к фолам. Заработал необязательную желтую карточку. Его оценка 6,5. Лукас Зелараян тоже выдал не лучший свой матч. В отдельных эпизодах чувствовался его класс. Удавалось за счет дриблинга уходить от оппонентов, однако дивидендов это не принесло. Возможно, сказывается низкий уровень физической подготовки Саудовской лиги, хотя Лукас бился на поле как воин. Его оценка 6,5. Ранд Ранус своей блестящей игрой против Уэльса приучил болельщиков ждать от него новых подвигов. Выдал неплохой матч, постоянно держал в напряжении турецких защитников. Имел один полумомент, когда во втором тайме с лета не точно пробил. Сказывается отсутствие опыта в больших матчах, поэтому ждем его прогресса в матчах за Боруссию Мюнхенгладбах. Как мне кажется, был преждевременно заменен на Саркиса Адамяна, потому что мог еще принести пользу команде на контратаках. Его оценка 6,5. Саркис Адамян. В последних матчах за Кёльн получал игровую практику и даже отметился голевой передачей. Вероятно, в том числе поэтому тренерский штаб доверил ему больше получаса времени, выпустив вместо Рануса. К сожалению, Саркис выдал очередной блеклый матч. С его выходом команда перестала атаковать по центру, и вся контратакующая игра перешла на фланги. Оценка Адамяна 6. Артур Серубян вышел вместо Бичарчана и в целом картины не испортил. Активно помогал Дащану в защите, при этом не забывал и в атаке свои функции выполнять. Ему всего 20 лет, и надеюсь, переход в португальский Касса Пиа поможет его прогрессу. Его оценка 6,5. Норберту Баликян вышел на левый фланг атаки вместо Зелараяна и за отведенные 10 минут несколько раз напряг турецких защитников своими атакующими рейдами, без оценки. Камого Ванесян заменил Наира Тикнезиана уже на последних минутах матча и ничем особым отметиться не успел, без оценки. Звание лучшего футболиста, на мой взгляд, заслужили Чанчаревич, Харуян и Иву. Все трое выдали отличные матчи, но я отдам большее предпочтение нашему капитану. Вато действительно выдал один из своих лучших матчей. Отдельно хотелось бы отметить наш тренерский штаб во главе с Александром Петраковым, которые вчистую переиграли Штефана Кунца, как тактически, так и в плане психологической подготовки своей команды. Честь и хвала нашей команде за достойный матч на чужом поле против более именитой турецкой команды. Что касается самого результата, в действительности, несмотря на воодушевление болельщиков, результат больше выгоден Турции, чем нам. По сути, турки наш главный конкурент, и мы им уступили в очных встречах. С учетом того, что мы уступили хорватам у себя на поле, выпуск об этом матче вы можете найти у меня на канале, шансы выйти из группы очень небольшие. Что для этого должно случиться? В октябре мы обязаны победить Латвию в гостях и Уэльс дома. Тогда у нас будет 13 очков. Турция же должна уступить хорватам в гостях, и скорее всего она победит латышей дома и тоже наберет 13 очков. На этом этапе все реалистично. Но при равенстве очков выше будет Турция за счет превосходства над нами в личных встречах. В последнем туре в ноябре Турция в гостях должна уступить Уэльсу. А вот мы для выхода дальше обязаны хотя бы сыграть в ничью с хорватами в гостях. Это очень будет сложно, но даже Златко Далич в интервью в Ереване сказал, что надеется именно вместе с Арменией выйти из группы. Вот его цитата. Думаю, сборная Армении может побороться за выход на Евро, но перед ответным матчем с нами нужно победить Латвию и Уэльс. Можно помечтать, что хорватский наставник в последнем ничего не решающем матче выставит молодежный состав, дабы дать отдых опытным бойцам в лице Модрича и остальных. Это заметно увеличит наши шансы на положительный результат. К чему я все это? На бумаге у нас все еще есть вполне реальные шансы попасть на Мундиаль, а вот на деле должно совпасть слишком много нюансов. А для этого мы должны для начала победить у Латвии, что вообще-то тоже будет нелегкой задачей. Но давайте верить в нашу молодую талантливую команду и в опытный тренерский штаб. На этом сегодня все. Пишите в комментариях, согласны ли с моими тезисами и оценками. А если хотите, чтобы на канале стали чаще выходить новые видео, помогите его развитию деньгами. Номер карты вы видите на экране, а также в описании к видео. Всем большое спасибо, до новых встреч!